Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы разбираем очередное видео украинского журналиста Игоря Швеца под названием «Ирину Фарион убьет шоколадный». Как юрист я проанализировал это видео с точки зрения логики, фактов, этики, чтобы понять, насколько обоснованы обвинения Швеца и какие выводы мы с вами можем сделать. Моя цель не поддерживать или опровергать чью-либо позицию, как, например, Игоря Швеца, а дать вам объективную оценку. Давайте разбираться. Видео Швеца представляет собой эмоциональное обращение, посвященное расследованию убийства Ирины Фарион, известной украинской языковедки. Швец утверждает, что проводит 424-й стрим, пытаясь доказать невиновность Славика Зинченко, обвиняемого в убийстве, и найти настоящих виновников. Основная теза видео Швеца заключается в том, что за убийством Фарион стоит Петр Порошенко, которого автор называет шоколадным, намекая на бизнес Порошенко, связанный с кондитерской компанией «Рошен», обвиняя его в многочисленных преступлениях и мотивах для устранения Фарион. Однако ранее Швец также обвинял в этом же преступлении Виктора Медведчука. И это указывает на провокационный характер риторики Швеца, направленной на разжигание интереса аудитории. Структура и стиль видео. Речь Швеца насыщена эмоциональными обращениями, пафосом, религиозными аллюзиями, упоминания Иисуса Христа, Пасхи, правды как божественного принципа. Швец использует повторы. 424 раз, правда, никогда не шел за толпой, чтобы подчеркнуть свою настойчивость и преданность делу. Швец открыто обвиняет Петра Порошенко и его соратников Алексея Гончаренко и Янину Соколову в причастности к убийству Фарион, хотя и не представляет прямых доказательств, ссылаясь на субъективное мнение и косвенные аргументы. Например, сюжет «Подслушана коростень». Швец обращается к широкой аудитории, называя слушателей родными, призывая к финансовой поддержке через номер карты Приватбанка, что типично для стримеров, привлекающих аудиторию через краудфандинг. В видео Игорь Швец продвигает идею заговора, утверждая, что правда в Украине подавляется, а правоохранительные органы не заинтересованы в раскрытии дела. Обвинения против Порошенко основаны на его политической деятельности, в частности, событиях Майдана, войны на Донбассе, Крыма и так далее. Швец, обвиняя Порошенко, ссылается на слова самой Ирины Фарион, которая якобы называла Порошенко среди тех, кто может быть заинтересован в ее смерти, а также на львовских журналистов, которые, по его словам, подтверждают сомнения в виновности Зинченко. Тезисы Швеца. Первый. Швец утверждает, что Зинченко не виновен, а дело против него шито белыми нитками из-за отсутствия других подозреваемых и заказчиков. Второй. Швец обвиняет Порошенко, ссылаясь на критику Фарион в адрес его действий во время президентства. Майдан, Иловайск, Дебальцево, бизнес в России, связи с ОПЗЖ и так далее. Третий.
Швец утверждает, что ни полиция, ни прокуратура, ни суды не заинтересованы в раскрытии дела, а правда в Украине исчезает. Четвертый. Швец использует призыв к действию, которое, по мнению швеца, должно состоять в финансовой поддержке для продолжения им расследования, апеллируя к патриотическим чувствам украинцев. Слабые стороны видео швеца. Первое. Отсутствие доказательств. Обвинения против Порошенко и его окружения не подкреплены конкретными фактами или доказательствами, а основаны на предположениях, слухах и субъективных интерпретациях. Вторая. Эмоциональная манипуляция. Автор Игорь Швец использует религиозные и патриотические образы, чтобы вызвать сочувствие и доверие, что может отвлекать от логического анализа. Третье. Обобщение. Швец утверждает о полном отсутствии правды в Украине, и это является гиперболой, которая не способствует объективности. Четвертое. Противоречие. Швец сначала отбрасывает причастность Зеленского и офиса президента к убийству, но затем обвиняет более широкий круг лиц, что может запутать аудиторию. Пятое. Провокация аудитории. Ранее Швец обвинял в убийстве Фарион Виктора Медведчука, а теперь переключился на Петра Порошенко. Такая смена главных подозреваемых указывает на провокационный подход, направленный на поддержание интереса аудитории и разжигание эмоций, а не на поиск истины. Это подрывает доверие к его расследованию, создавая впечатление, что обвинения выдвигаются для привлечения внимания, а не на основе фактов. Давайте прооппонируем швецу. Первое, что мне не нравится, это отсутствие у швеца доказательной базы. Обвинения против Петра Порошенко являются серьезными, но автор не предоставляет никаких конкретных доказательств, документов, свидетельств, записей, которые бы подтверждали причастность Порошенко или его окружения к убийству Фарион. Ссылка на сюжет подслушана коростень или слова самой Фарион не являются юридически весомыми доказательствами, а лишь субъективными интерпретациями. Утверждение о том, что Янина Соколова или Алексей Гончаренко дали команду убить Фарион, являются беспочвенными или могут рассматриваться как клевета, если не подкреплены фактами. Второе. Логические противоречия. Швец утверждает, что смерть Фарион могла бы спровоцировать Третий Майдан и раскол Украины. Поэтому Зеленский и офис президента не были заинтересованы в ее убийстве. Однако швец не объясняет, почему аналогичная логика не применяется к Порошенко, который также является опытным политиком и мог бы предвидеть общественные последствия такого преступления. Швец признает, что Фарион не так много говорила о Зеленском, но это не мешало ей быть критической по отношению к нему. Почему тогда автор отбрасывает причастность действующей власти, но обвиняет оппозиционного политика? Третье. Манипулятивная риторика. Автор использует религиозные образы: Иисус Христос, Пасха, правда как божественный принцип для эмоционального воздействия, что неуместно в контексте расследования уголовного дела. Это может вводить аудиторию в заблуждение, отвлекая от фактов. Призывы к финансовой поддержке через номер карты вызывают
сомнения в мотивах автора. Без прозрачного отчета об использовании средств такие призывы могут восприниматься как попытка монетизации трагедии. Четвертое. Обобщение и конспирология. Утверждение о том, что правды в Украине нет и что все правоохранительные органы не заинтересованы в раскрытии дела, является чрезмерным обобщением. Это подрывает доверие к государственным институтам без конкретных доказательств их бездействия в этом деле. Конспирологический нарратив о шоколадном Порошенке как главном враге Фарион опирается на ее публичную критику, но не учитывает, что Фарион была известна резкой риторикой против многих политиков, включая действующую власть. Пятое. Швец утверждает, что дело против Зинченко шито белыми нитками, но не приводит конкретных аргументов, которые бы опровергали доказательства следствия. Например, показания свидетелей, ДНК, видео с камер наблюдения. Без доступа к материалам дела такие утверждения остаются спекулятивными. Ссылка на львовских журналистов, которые якобы сомневаются в виновности Зинченко, не является достаточным аргументом, поскольку журналисты также могут выражать субъективное мнение, а не факты. Шестое. Провокация и непоследовательность. Ранее Швец обвинял в убийстве Фарион Виктора Медведчука, а теперь переключился на Петра Порошенко. Эта смена главных подозреваемых без предоставления новых доказательств свидетельствует о провокационном подходе, направленном на разжигание эмоций и удержание внимания аудитории. Такое поведение подрывает доверие к автору, создавая впечатление, что его целью является не поиск истины, а манипуляция общественным мнением для личной популярности или финансовой выгоды. Седьмое. Этические вопросы. Использование трагедии Ирины Фарион для продвижения собственного нарратива и сбора средств вызывает этические вопросы. Швец позиционирует себя как единственного борца за правду, что может преуменьшать усилия других журналистов, активистов или следователей, также работающих над этим делом. Публичное обвинение конкретных лиц Порошенко, Гончаренко, Соколова без доказательств может быть расценено как нарушение презумпции невиновности и журналистской этики. Альтернативная позиция. Во-первых, необходимо объективное расследование. Вместо спекулятивных обвинений следует сосредоточиться на поддержке открытого расследования, которое должно демонстрировать свободный доступ к материалам дела, показаниям свидетелей, экспертизам, видеозаписям. Если есть сомнения в его объективности, то стоит требовать прозрачности через общественный контроль или международный надзор, а не продвигать конспирологические теории, как это делает Швец. Швец мог бы обратиться к независимым экспертам, юристам, криминалистам для анализа публично доступных данных по делу, что придало бы вес его аргументам. Швецу следует избегать манипуляций и провокаций. Вместо эмоциональных призывов, религиозных аллюзий и смены главных подозреваемых уместнее использовать факты и логические аргументы. Например, он мог бы детально проанализировать, почему он считает Зинченко невиновным, опираясь на публичные материалы или несоответствия в деле. Швецу следует расширить контекст критики Фарион. Ирина Фарион была известна своей критикой в адрес многих политиков, включая действующую власть, пророссийские силы и другие группы. Сосредоточение только на Порошенко или ранее на Медведчуке
игнорирует других потенциальных врагов, которые могли быть заинтересованы в ее устранении. Например, стоит рассмотреть возможность причастности Буданова или Третьей штурмовой, которые могли действовать в контексте войны и гибридной агрессии России, учитывая патриотическую позицию Фарион. Или вообще, может даже рассмотреть мотивы дочери Ирины Фарион, Софии Особы. Журналисты и активисты, занимающиеся резонансными делами, должны избегать беспочвенных обвинений и провокаций, чтобы не навредить репутации невиновных лиц. Вместо разжигания конфликтов между политическими лагерями, например, сторонниками Порошенко, Медведчука, их критиками, стоит сосредоточиться на объединении общества вокруг поиска правды. Вывод следующий. Видео Игоря Швеца является примером эмоциональной, но слабо обоснованной риторики, которая больше направлена на мобилизацию и провокацию аудитории, чем на объективный анализ. Обвинения против Петра Порошенко, как и ранее против Виктора Медведчука, не подкреплены доказательствами, а конспирологический нарратив, смена главных подозреваемых и обобщение об отсутствии правды в Украине подрывают доверие к автору. Провокационный подход Швеца, выраженный в последовательном выдвижении новых виновников без фактов, свидетельствует о стремлении удерживать внимание аудитории, а не раскрывать истину. Для расследования дела Ирины Фарион нужен более взвешенный подход, основанный на фактах, сотрудничестве с экспертами и поддержке прозрачности следствия и судебного процесса. Эмоциональные призывы и краудфандинг могут иметь место, но только при условии этичного использования и четкой отчетности. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. Истина восторжествует. До новых встреч!